Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за поддержку канала, за комментарии, лайки, подписки. Благодарю вас. Кто еще не подписался, пожалуйста, подпишитесь и не стесняйтесь, ставьте лайки. Тема сегодняшнего расклада: кто одержим вами, какие эмоции испытывает этот человек. Это могут быть эмоции вообще кардинально противоположное. Я имею в виду, вы можете надеяться, там кто-то вас любит, обожает, а выйдет совсем другая картинка, да? Эмоции не разного бывают, спектр, да, разные. Для начала, как обычно, делаю сигнификацию вашу, да, резонирует с вами, значит, есть смысл смотреть до конца, один вариант. Хотела еще обратить ваше внимание, у нас новинка, тесты на канале для вас, любимых моих. Благодаря этим тестам вы сможете отслеживать свое психоэмоциональное состояние. Вы сможете, самое главное, помочь себе сами. Помимо вопросов в этих тестах и ответов, и там еще содержатся советы. Надеюсь, это будет для вас полезно, интересно. Уделите 5 минут своего времени для своего здоровья. Все, на этом все заканчивается. Отступления лирические, не лирические. Так, какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Да ё-моё, Семен Семенович, о чем это вообще не поймешь? Угу. Показано в прошлом. Почему-то мне, когда ситуация первая, динозаврик, это прошлое. Какие-то тут ситуации такие были, мягко говоря, стрёмные, да. Опять и снова. Почему-то мне показывают в прошлом какая-то ситуация. Вполне возможно, это было связано у кого-то именно с мужчиной, может быть такое связано все-таки, да. А у кого-то это в принципе влияние третьих лиц, это какие-то лица, не обязательно, я имею в виду тут разделение по гендеру, не обязательно мужчина, женщина. В отношении вас какие-то люди могли как-то так, знаете, какую-то игру вести в отношении вас. Потому что вот карта игра. Цель этой игры, знаете, где-то вас даже вынудить, спровоцировать, поступать так, как им удобно, так, как им выгодно было. По идее, почему-то, ну, тут как будто были навязывания своей игры, правил этой игры. Или как будто бы желание вас подчинить, потому что тут вот тут карта подчинения. При этом почему-то такое, как я же говорю, как это провокация, потому что где-то, может быть, даже вы поддались на эту провокацию. Тут вы могли и сами как-то эту инициативу как проявлять. Может быть, вам, девочки, я даже не знаю, как это сказать, может, кто-то кому-то тут золотые горы посулил, кто-то кому-то как-то изложил так ситуацию, да, может быть, это элементарно, да, предложил что-то, обрисовал так ситуацию, вот как-то так вот, и вы на это, извините, повелись, вы в это стали вовлечены, и вы в этом на чем-то начали участвовать. Это вообще касается, может быть, от наших взаимоотношений, это касается, может быть, рабочих каких-то, да, опять-таки, взаимоотношений, чего хочешь, как будто какой-то результат люди по факту, может быть, получили. А вы в этом, можно сказать, даже проиграли в чем-то. Вот это какая-то игра, не знаю, девочки. При этом показано вы теперь, как будто бы держите ушки на макушке, как будто бы присматриваетесь 1000 раз, присматриваетесь к людям 1000 раз, может быть, перепроверяете какую-то информацию. Как будто бы вас, не буду говорить, тут прямо обманули, но вы стали вовлечены. Получилось, что вас вовлекли в какую-то
и, не знаю, ситуацию, да, вот назовем это так. Почему-то так. И теперь вы вот с этим, как этим кинжалом наперевес, и недоверчиво смотрите. Я же говорю, перепроверяйте, не доверяйте людям. Ну, тут правильно, тут урок такой какой-то вы прошли, извлекли из этого. Так, опять-таки, вас показывают по карте Солнца, я специально уточнила. Карта Солнца, девушка, которая яркая, харизматичная, веселая, общительная, при желании умеете в любой компании к себе расположить. С коммуникациями у вас все в порядке, светите, греете, может не всем уже, да, потому что тут такой тоже подтекст может быть какой-то у меня такой, что в прошлом какие-то были, ну, вот эти ж перекосы, да, где вас пытались, ну, использовать пытались, вот что-то я хожу кругами, правда, как пытались использовать, то сейчас, может быть, эта карта жадина и говорит о том, что да нет, я теперь научена, теперь я не буду всем встречным, поперечным ресурсы раздавать, шансы какие-то, как-то тут такой опыт болезненный. И тут даже я не могу сказать, что тут прям мужчина какой-то вышел, тут как будто бы в принципе вот люди, которые вами пытались манипулировать, у некоторых это получалось очень успешно, где-то вы подчинялись, потому что, может быть, уже стали заложником этой ситуации, может, стали уже вовлечены в какую-то игру. Это элементарный пример, девочки. Это вы в коллективе в каком-то находитесь, да, и даже сами того не подозревая, являетесь вот как вот это в механизме, да, огромном, какой-то как шестереночкой. И вы понимаете, блин, я не хочу играть по их правилам, но уже как будто бы запущен механизм, и вам выйти из этого, ну, трудно. У кого-то получается, у кого-то, ну, как будто бы вот, по крайней мере, в прошлом, вот почему-то вот такой опыт вы переживали. Может быть, не хотели были быть причастны к чему-то. Может, какие-то, знаете, вот закулисные игры, там, какой-то женский коллектив, да, и вы являетесь частью этого коллектива. Почему-то вот тут такой какой-то есть неприятие этой всей ситуации, какой-то осадочек остался. Так, по поводу этого, тут опять-таки старайтесь ресурсы свои держать при себе, а они у вас есть, ресурсы по Солнцу. И тут вот эта карта на вас вышла, Солнце, как будто бы сейчас у вас больше фокус вы смещаете на себя, на свое прекрасное настоящее будущее. Хотите, может быть, карьеру строить, вот этот вверх по лестнице. В принципе, рост развития. Так. Опять уже с учетом вот этих каких-то карт, тут какая-то у вас карта вышла, спросила, сейчас, извините, сумбурно изъясняюсь, вампир вышла карта. Я спрашиваю, о чем это? Это вы вампир? Нет, для вас наоборот, общение с какими-то людьми, которые, ну, вампиры, люди, которые привыкли больше брать, чем давать. Да, берут, подпитывается энергией. Не зря вы тут солнцем вышли. Для вас это болезненно очень написано, рассказано. Кстати, люди какие-то старались возле вас быть. Может быть, это энергия от вас поживиться, может быть, какие-то шансы. Ну, опять как использование идет. На них вышла карта книга и карта башня. Смысл такой, что они старались, может быть, прикладывали усилия, может быть, старались и так вам, и сяк, знаете. Если сразу это получалось, то сейчас как у людей какой-то идет как облом. По карте книга, скорее всего, люди придумывали, как вам вот дорожки проложить, как вам, может, вот так вам проявиться, может, по-другому. Тут не глупые люди. Но почему-то у них это опять не получается по башне. Может быть, вы уже наученная, да? Так, тут как будто у женщины такой опыт. И сейчас, ну, опыт, к сожалению, такой, знаете, тут давать отпор каким-то вампирам, каким-то потребителям. Так, и сейчас, кстати, почему-то мне ушла информация о том, что вот эти вампиры, вот, которые проигрываются, специально уточнила, это не вы, какие-то вокруг вас. Им сейчас как будто бы бумеранги могут лететь. Ну, их жизнь, не знаю. Как будто бы то, что посеяли, теперь пожинают. Ну и вообще показано как будто бы третьи лица. Тут не обязательно, я же повторюсь, мужчины какие-то, тут может быть женщины. Вот какое-то просто против вас, как в прошлом было, не очень такое проявление с их стороны. Игра. Вот игра. Так, финансы это о чем?
финансы тут скорее опять-таки о вашем восприятии мира, о вашем желание или нежелание делиться своими ресурсами. Тут, скорее всего, в прошлом, если вы смотрели как-то радужно на, может быть, возможности, шансы построения взаимоотношений с каким-то мужчиной, тут по карте всадник, и где-то, может быть, даже, ну, как в омут с головой, и опять повторюсь, где-то наивно, где-то доверчиво, где-то бесшабашно даже надеялись, да, вот тут карта радуга, что вот он появится в моей жизни, и все изменится в лучшую сторону, тут радуга на небе, он закроет мои потребности, у нас будет мир, там, мир, любовь, я не знаю, уже гармония, то почему-то тут идет дальше такое разочарование, да, скажем так. У кого-то отчасти кто-то начал, ведьма, эзотерикой заниматься, интересоваться, да, расклады эти делать. Потому что показано, как-то мужчина каким-то образом вас обесценил. Может, какие-то иллюзии ваши, не знаю, девочки, разбились. Карта униженная, карта женщины, которая, ну, мне так идет, с лучшими ожиданиями в это входила, надеждами. Сейчас она как будто бы, ну, вы учитесь защищаться. Вот эта карта как защита. Я помню все плохое. Да, я не мстительна, но я помню все плохое. Это было слишком болезненно для меня. И тут карта поверх унижения ложится защита. Вы говорите, нет, я теперь очень избирательно отношусь, в принципе, к взаимоотношениям, к каким-то мужчинам, к проявлениям. В первую очередь, как будто бы я забочусь о себе, так и должно быть. Но, тем не менее, карта, тут все-таки мы на финансы смотрели, это ваши ресурсы. И все равно вот вы как будто бы где-то защищаетесь, не хотите уже никому-то раздаривать свою энергию, эти шансы какие-то. Но по карте парусник в конце. Все равно вы как будто бы, ну, ждете чего-то хорошего, прекрасного. Не конкретно, может, какого-то мужчины, а в принципе, как будто бы сердечко может быть открыто, и какие-то возможности вы рассматриваете. Но сейчас уже такая женщина очень осознанная, умудренная, я бы сказала, где-то скептически к чему-то настроена. Как-то так, уже не романтично, уже так как-то смотрите пристально, уже знаете, на что обращать внимание, скорее всего. Да, на какие, не то что там слова, обещания, а поступки, скорее всего, ну, не только мужчина, но вообще, как будто смотрите на поступки людей. Итак, давайте посмотрим, кто же одержим вами, какие эмоции человек испытывает. Кто одержим вами, какие эмоции этот человек испытывает. Эротическую. Хотела сказать, что веселее. Прям обхохочешься. Ну, давайте посмотрим, кто одержим вами, что это за человек и какие эмоции он испытывает. Кто одержим вами, и какие эмоции этот человек испытывает. Кто одержим вами, какие эмоции этот человек испытывает. Начинаем. Кто одержим вами? Угу. Я вам говорила про бумеранги, да? Вот опять повторяется какая-то история про бумеранги. Так, все-таки очень похоже на мужчину. Ну да, медведь, да, это мужчина. Так, сейчас. Сейчас я уточню. Мужчина одержим вами. Мужчина, который почему-то изо всех сил сейчас хотел бы восстановить в своем, может быть, сердце, в душе, да, в своей жизни, можно сказать, гармонию.
Просит высшие силы, верните мне эту гармонию, как будто бы в какой-то, может быть, верните мой прежний то ли образ жизни, то ли ритм жизни, то ли мое восприятие этой жизни. Опять-таки, ну, первая карта говорит, что пока, ну, невозможно, а ему этого не дают высшие силы. Невозможно вернуть ему вот эту гармонию. Тут даже покровительство высших сил, он может говорить, я хочу, чтобы было как прежде, я хочу опять как будто бы, ну, так как было. Этот человек за вами наблюдает, подглядывает, вы там своими делами занимаетесь, а он где-то там в тени, опять-таки, незримо. Мужчина может быть не свободен, по карте медведь несет ответственность за что-то, за кого-то, за семью, может быть, за свою какую-то империю. Материально вкладывается куда-то во что-то. Тут в этом раскладе эта башня, ну, это скорее как стабильность. Так вот, вот где-то он куда-то вот вкладывается в эту свою стабильность, в это свое, там, не знаю, бизнес-проект, может быть, семья, если в семье там на жене недвижимость или на жене бизнес, то тут тоже какие-то такие варианты могут проходить. Что-то тут такое вот может быть. При этом показано, что сейчас вот у человека за его какие-то предыдущие деяния, вот ему летят бумеранги, возвраточки. И это все отражается на его доме, ну, в доме, атмосфере, которая у него там в доме, может, на его ближайшем окружении каком-то. Опять почему-то тут вышла карта идеал, я спрашиваю, это он такой идеальный или это вы его таким видели? Тут, скорее всего, мужчина не глупый, очень не глупый. По крайней мере, карта сова, это сочетание идеал. Знаете, как вам скажу, этот человек умеет себя подать, да, в обществе, вообще первое впечатление произвести, вообще, может быть, показывать такую какую-то картинку, которую, ну, ему интересно и важно в этот момент показать. Он так и показывает, себя транслирует. Я не говорю, что это там, ну, это как подделка, я не говорю, что он в маске ходит, но тут как будто бы большие вопросы, да, скажем так. Почему-то ему очень важно показывать вот себя вот каким-то идеальным. И он прикладывает к этому усилия, девочки. Но, может быть, тут еще карта сова, это история о том, что, ну, человек, правда, не останавливается на чем-то достигнутом, сейчас я говорю, самосовершенствуется. Для него очень важно это рост, развитие, какие-то там планочку поднимать, горизонты расширять. Ну, тут показано, я за вас спросила, вы его, конечно, тоже тут, можно сказать, не то, что там где-то на пьедестал поставили, где-то... Тут не та история, что я его слепила из того, что было. Тут, судя по всему, действительно интересный мужчина. Но тут карта огонь. С вашей стороны скорее была заинтересованность, страсть, тут какие-то... помимо того, что там интеллектуально, может, на вас произвел какое-то, да, там... впечатление, да, вы отдали должное вот этим же интеллектуальным способностям. Помимо этого, девочки, тут влечение еще к нему, он вам интересен, может быть, в плане как сексуальный партнер, вот как будто бы смог вас заинтересовать. И тут уже подтянулось, показано, что вы не особо были, не очень критичны к нему, и не то, что там вы неадекватны, но... ну, на многое могли закрывать глазки, скажем так. Многое не замечать сознательно даже, девочки. А основное, говорят, чего вы то ли не заметили, то ли не осознали, то ли не захотели принять в этом человеке. Мне почему-то так идет, что он сам по себе одинокий волк. Человек, которому, по большому счету, ну, не буду говорить, что никто не нужен, кроме него самого. Я не буду тут опять-таки говорить, что он там нарцисс какой-то самовлюбленный. Но почему-то показано, что этот человек довольствуется, ну, может быть, тем, что у него есть, и не готов был или не готов сейчас менять как-то свой образ жизни, по крайней мере, ради вас. Но тут одиночка, тут человек, который, может быть, вы к нему больше там заинтересованности проявляли, или как-то так получается такой какой-то подход, вот все-таки он то ли дистанцировался от вас, да, может, это какой-то избегающий тип какой-то личности у него.
Да, может быть, пока вы были холодны, там как-то неприступны, пока вы не проявлялись, он, может быть, интересовался вами. Когда он увидел с вашей стороны заинтересованность, вы типа ему стали неинтересны временно. Тут такой тоже может быть вариант. Или вот человек там мог реально элементарно испугаться своих каких-то эмоций, чувств, потому что тут карта медведь, то есть он уже несет эту ответственность за кого-то, за что-то, как-то так вот идет. Да, может быть, вот в один момент до него дошло, что там симпатия какая-то переходит уже какие-то границы, для него недопустимо, да. А у вас уже вот тут уже интерес пошел, огонь, страсть, вот как-то так, мне так кажется. И мог он это все взвесить, все за и против, и как-то дистанцироваться, назовем это так. В простонародье отморозиться, да? Ладно, не буду всю романтику ломать. Интересный мужчина, что я могу сказать? Интересный, просто так хочется сказать. Ну как же, прям если бы я была сейчас вот слушала это все, я бы сказала, ну как я в это все вляпалась. Ну я не знаю, девочки, если вам чуть-чуть станет легче, то у него тоже какой-то сумбур в голове, в каком плане. Он тут старается быть каким-то, не знаю, правильным, да, может быть, даже для себя старается. Ну, скорее всего, не для себя. Ну ладно. Но у него первая карта говорит о том, что невозможно мне сейчас вернуть эту гармонию, эту какую-то стабильность, это покой, вот это вот. Я не могу эту гармонию себе вернуть. Ну, только человечек у меня вышел. Так. Ну, вот такой человечек одержим вами. Давайте еще посмотрим самое главное, что там за эмоции. Может там злоба, может быть там ярость какая-то, ревность, уже не знаю. Но этот человек одержим вами, какие эмоции он испытывает. Ух ты. На прямых. Девочки, любой вышла. Эта карта не часто выходит. Тут такой прям замес, спектр эмоций. Тут прям палитра. Двумя словами, как теперь я, это к нему теперь сопоставимо, девочки, точно бумеранг. Тут я про вас говорила, как вы в это вляпались, да, упаси Господи, мои хорошие, но это я-то как бы и от себя, я это прочувствовала просто. А тут я точно, мне хочется сказать, что он сам говорит, как я в это вляпался, как я. Ладно, не обижайтесь, черный юмор у меня такой. Ну, смотрите, слушайте. Вот какие эмоции человек испытывает сейчас. Первая карта говорит о том, что он считает вас родным человеком. Карта древа, семейное древо. Эмоции к вам испытывает, ну это же к вам, то есть где-то он считывает вас человеком, которым, знаете, я с ней одной крови, может быть, считывает, что у вас одни и те же ценности, вы можете его понять, разделить его точку зрения. Это совсем не значит, что там, если бы вы были вместе, там, или если вы находитесь вместе, что все так гладко и прекрасно. Но почему-то он, вот это как, ну, мне так читается, как это родной человек. Там. При этом, девочки, при том, что, да, может быть, какие-то там ценности, да, общие, он понимает, что там, чем вы дышите, где-то, может быть, считывает того, что там, уже не знаю, какой-то ваш уровень развития, где вы можете поговорить на какие-то общие темы. Но тут больше как будто бы душа тянется к вам. Но при всем при этом дальше идет карта Луна. Луна и карта вот эта, вот часто она на вас падает, девочки, которые смотрят расклады на вашу сигнификацию. Это муза яркая, харизматичная, талантливая, райская птица, женщина, которая умеет себя вот так вот преподнести, как-то себя, я даже не, харизма, яркость, да, вот энергетика, скажем так. Мужчины на вас обращают внимание, сколько бы вам ни было лет, вот где-то умение подчеркнуть свои достоинства, умение как-то вот быть какой-то женственной, манкой, это все сюда. А плюс еще Луна, знаете, вполне возможно человека вот с этими сочетаниями
он постоянно как будто бы обращается, он где-то сравнивает вас с другими женщинами. И я могу сказать, что для него где-то даже непонятно. Вот, нет, с одной стороны, он все понимает, он анализирует, он это вашу внешность, вашу как, умение, ну как подача себя, да, вот где-то умение коммуницировать, умение опять-таки вот где-то вот такое вы какое-то волшебное влияние оказываете, ну, на людей, в принципе, тут энергетика, еще раз повторюсь. И он залипает, это по Луне, это зависимости, это какие-то созависимые отношения, это желание где-то объяснить все, почему я так реагирую. С одной стороны, это как родной для меня человек, с другой стороны, тут женщина привлекательная. По Луне, может быть, даже 1000 раз говорит, это как-то тревожно все, это все, если он там не свободен, говорит, ну зачем, то ли зачем она в мою жизнь пришла, или может говорить, вот если бы раньше, да, допустим, если у него там союз, так, довольно-таки, может быть, прочные какие-то отношения уже длительные, может говорить, ну, не в то время, не в том месте мы встретились, да, или почему я тебя так поздно встретил. Или ощущение, прям, эта песня Талькова, да, Игоря Талькова, «Несвоевременность, вечная драма», где есть он и она. Тут тоже такое может быть, как будто бы все за, все против, но тут даже не то, что там... Он объективно понимает ваши вот там какие-то качества, он все это осознает, но при этом вот эта вот Луна, это как туман неопределенности, это очень много вопросов, много чего-то какого-то востоинственного, ну тут может даже мистическое что-то, может быть сама встреча с вами, вот это какие-то недосказанности, вот тут что-то такое есть, тут нет того, что все ясно, четко и понятно, не, тут очень много для него тумана, при этом манкость сохраняется, при этом вот есть то, что как будто бы необъяснимо ему даже, да, если мужчина, тут он интересный мужчина, тут я думаю опыт у него с женщинами, достаточно этого опыта, я думаю женщину он прекрасно, ну не то, что она прекрасно разбирается, но уже повидал женщин, то вы для него непрочитанная книга, вы почему-то у него вызываете очень много вопросов, ну догадка какая-то. Ну а дальше все ясно. Король огня. Как бы там ни было, какие бы тут загадки не было, маните. Король огня рядом с вами, он чувствовал себя вот таким мужчиной, альфа-самцом, вот таким каким-то, вот с кинжалом бегает. Король огня, страстный. Почему-то ему кажется, вы ему давали вот это вот ощущение того, что я желанный, я такой прям супер матч. Как будто бы крылья вырастали. И любовь, девочки. Ну, вот что я могу сказать? Вот эмоции он испытывает, он говорит, это любовь. Помимо страсти, это любовь. Дальше. Ну, дальше идут карты такие, смотрите, эмоции. У этого человека тут Луна. Может быть, человек, знаете, как эти эмоции, вот эти все, что накрывает его, он старается все это двигать и старается как-то рационально на это все смотреть. И у него предчувствие, что да, вы подарок небес, вы женщина, которая является этим подарком, может быть, для многих мужчин, чуть ли не там, для каждого первого, второго вы будете этим подарком. У вас есть вот этот магнетизм. Вот тут, вот я говорю, как райская птица, харизма, энергетика. Тут карта магнетизм. Ой, ну, девочки, дальше карта крест. Это говорит о том, что какие эмоции испытывает. При наличии вот этого всего, как от этого отказаться, но предчувствие, что этот подарок, это женщина, которая манит, искушает, даже особо ничего, может, не предпринимая, но вы где-то вот живете, вот вы вот на него такое какое-то влияние оказали, и вот этот образ, он с ним остается. И опять как дилемма, этот подарок для меня, ну как, извините, может быть, даже некрасиво скажу, мне этот подарок брать, мне выбирать это. 100% тут идет очень высокая характеристика ваших, в первую очередь, тут вот эта карта, это как родная душа. Я думаю, это важнее и привлекательности, харизмы, сексуальности, манкости, вот этот магнетизм. Очень высокая оценка вас, но при этом у человека вот эта карта предчувствия, это как, знаете, тревога, такая тревога, прям не то что звоночки, а прям набат, колокол огромный в башке, прям
вот этот звук, и тут по карта крест. Он говорит, а что мне с этим делать? И карта крест, как будто бы принятие того, что я не знаю, то ли мне с этой женщиной выбрать мне этот подарок, то ли, скорее всего, такой какой-то подтекст девочки, что у кого-то это крест, это как упущенная уже возможность, у кого-то крест это при наличии, тут человек любит, понимает, испытывает такие эмоции, но при этом говорит, я вынужден отказаться от этого. У меня свой путь, своя дорога, я несу свой крест. Если он несет ответственность за кого-то, за что-то, он говорит, а я этих людей уже выбрал, они на меня надеются, там, да, но не буду тут развивать это все. И как будто бы он остается с вот этим вот карта крест и жатва, урожай. И он сейчас пожинает, там какие-то бумеранги были, в самом начале бумеранги, тут как будто человек сейчас... Ну, вот какие эмоции испытывает к вам вопрос, да? Вот сейчас как будто бы человек пожинает плоды то ли каких-то своих поступков, совершенных или несовершенных, в том числе в отношении вас, какого-то поведения, вот какую-то тактику поведения он там выбрал, вот что-то он как-то себя проявил или не проявил, да? И вот это теперь карта крест и жатва. Это скорее такой негативный подтекст. Скорее всего, человек как испытывает разочарование, но оно как бы тут логично. Вот, да, я понимаю, я принимаю. Вот я так поступил, и теперь я вот нахожусь в том, в чем я нахожусь. Вот пока такие эмоции, девочки. Это же все меняется. Ну, как-то так, мои хорошие. Очень интересно, конечно. Ну, тут прям... Тут мне не хотелось бы опошлять, мне не хотелось бы даже тут правда, как и душа его говорит, тут чуть ли не... Это родной мне человек. И тут любовь, ну что тут скажешь. И тяга к вам. И что с этим делать, карта крест? Как мне жить с этим? И знаете, как что вышло, то вышло, да? Карта жатва. Это же уже урожай мы собираем. То есть тут уже история прошла какая-то. Тут уже человек не только с вами познакомился, это человек, с которым уже длительное, может, время. Вы даже можете уже не общаться с ним. Как-то так. Все, мои хорошие, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!